Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 26 января, пятница, практически 21:30 по вашингтонскому времени или восточное побережье Соединенных Штатов Америки. И, в общем-то, это, судя по времени, вы поймете, это экстренный, так сказать, выпуск. И связан он с большим количеством вопросов, которые мне начал сыпаться через мой канал, через имейл от моих зрителей, слушателей. Вопрос один: что происходит в Техасе, вообще в Америке? Это что, государственный переворот или начало гражданской войны? Вот, собственно говоря, об этом я и хочу вам рассказать. Сегодня целый день я внимательно следил за тем, что происходит, слушал все каналы, в том числе республиканский канал Fox, почитал массу материалов, в том числе те, которые распространяет предвыборная команда Дональда Трампа. Ну и сейчас я вам расскажу, что происходит. На мой взгляд, это, наверное, переломный момент в политической ситуации Соединенных Штатов Америки. Если кратко, то это мятеж. Вернее, это попытка организовать еще один мятеж. Организатор Дональд Трамп. Он еще не ответил за предыдущий мятеж, который ему меняется, и вопрос о котором сейчас находится на рассмотрении и апелляционного суда, и Верховного суда Соединенных Штатов Америки. Там в отношении того, имеется иммунитет у него, был или не было. Потому что лоеры его, то есть адвокаты, практически уже не оспаривают существо вопроса. Ну и вот он еще не ответил за предыдущий, и фактически он организовывает сейчас, играет ключевую роль в организации нового мятежа. Организация заключается с его стороны в том, что он признал всех губернаторов, республиканцев, а их 25 человек, 25 штатов, поддержать губернатора штата Техас Эббота в конфронтации с федеральным правительством, то есть администрацией демократов, администрацией Джо Байдена. Конфронтация, которая возникла после того, как губернатор Эббот Техаса отказался выполнять решение Верховного суда Соединенных Штатов Америки. Ну и в настоящий момент, по-моему, уже 25, короче говоря, все губернаторы, республиканцы, по-моему, 25, то ли 24, то ли 25, короче говоря, все губернаторы поддержали Эббота, кроме, по-моему, штата Вермонт. Во всяком случае, вот по состоянию на час назад только Вермонт воздержался. Резко выступил против вот этих демаршей губернаторов республиканцев губернатор штата Калифорния Ньюсом, который тоже граничит, который тоже страдает от нелегальной иммиграции через мексиканскую границу, но он во всем обвинил достаточно аргументированно прежде всего Трампа, ну и тех последователей республиканской партии, которые идут у него на поводу. Ну, объясню в целом так быстро ситуацию. Я вот смотрел канал Fox сегодня, где ведущий показывал график иммиграции, кривая линия, какая она была при Трампе, низкая, и потом, значит, приходит к власти Джо Байден, и она взлетает вверх. И он так вот, вы видите, что происходит, до чего довел Джо Байден. И при этом вот в стиле трамповской пропаганды он же не объясняет, что произошло на самом деле за, так сказать, занавесом этой кривой. А произошло вот что. До Трампа
иммиграция нелегальная через границу с Мексикой, в общем, она была на определенном, достаточно низком уровне. Она же продлилась в первое время, год где-то пребывания Трампа, вернее, там, вот скажем так, до 2019 года, чуть-чуть дальше, при Трампе уже, то есть на том же уровне, что и до него было. А потом ковид, и все границы Соединенных Штатов, как границы других стран, были наглухо закрыты. Поэтому какая иммиграция? Никакого достоинства Трампа в том, что до 2020 года, до прихода к власти президента Байдена, значит, она была на низком уровне, потому что, повторяю, границы были закрыты из-за ковида. Байден становится президентом, через некоторое время ковид и все ограничения, значит, ковид прекращается, снимаются все ограничения, связанные с ним, границы открываются. И в это время, значит, начинается всплеск нелегальной миграции, в основном из Венесуэлы. Почему? Потому что бедная страна, несчастная, вы знаете, что там происходит. И в то время, когда в развитых странах Запада выдавались чеки там в огромных количествах, то есть народ не бедствовал и не страдал. А вот по таким странам, как Венесуэла, ковид ударил со страшной силой. Плюс, вот об этом не пишут, но я очень подозреваю, что это вот следующее обстоятельство сыграло важнейшую роль. За последние несколько лет мы наблюдаем, и в Кремле, естественно, в спецслужбах России наблюдают, как иммиграция нелегальная, какой удар она наносит по странам Западной Европы. И то, как она происходит, наводит на серьезное подозрение, что спецслужбы Российской Федерации приложили к этой нелегальной иммиграции, прежде всего с Ближнего Востока, приложили свою руку, сыграли немаловажную роль. Что касается Венесуэлы, то это понятно, это государство-клиент России, где Россия имеет фактически полный карт-бланш на действия. И организовать нелегальную миграцию трудно. Оттуда, из Венесуэлы в Соединенные Штаты Америки, было дело плевое. И с тех пор это вот наблюдается. То есть она имеет организованный характер. Люди не просто так вот прут куда-то там через границу, переходят, где попало. Все организовано. Есть специальные команды. Можно, конечно, сказать, что это частные лавочки все, какие-то банды местные. Может быть, да. Но, скорее всего, правительство. Все организовано. Приходишь на определенное место, там тебя принимают. В некоторых местах надо платить деньги, в других даже не надо платить деньги. Садят на автобус, привозят именно туда, где легче пройти. Ну и выпускают людей. То есть все прекрасно организовано. И получается вот такой всплеск нелегальной миграции, прежде всего из Венесуэлы, через мексиканскую границу, в Техас, прежде всего в Техас. Что надо делать? У иммиграционных служб Соединенных Штатов Америки определенный бюджет, который рассчитан на то количество иммигрантов и борьбу с тем количеством нелегалов, которые были до того. Вот такого всплеска никто не ожидал. То есть никакого провала, головотяпства, нежелания защищать границу с тех пор, как Байден стал президентом, не наблюдается. Просто естественным образом был всплеск желающих пересечь эту границу с юга. То есть надо было предпринимать быстрые меры для увеличения, причем гигантского увеличения на тысячи. Нужны тысячи новых дополнительных офицеров иммиграционной службы, которые будут заниматься просеиванием, в общем, будет работать с этими нелегалами, кого отправлять обратно, других просматривать их аппликации, заслушивать, то есть это законы Соединенных Штатов Америки. Это в одних странах может быть, да, прикладом по черепу и все решение миграционного вопроса, но так в Соединенных Штатах не делается, страна иммиграции. То есть
администрация запросила у Конгресса, прежде всего у Палаты представителей, которая выделяет деньги правительству, прежде всего Палата представителей, дайте дополнительные деньги. Мы увеличим количество офицеров, увеличим количество судей, которые рассматривают вот эти спорные вопросы, которые, значит, миграционная служба не пропускает, человек подает в суд. Таковы законы Соединенных Штатов, они всегда такие были. Конгресс, где теперь руководит МАГА, деньги не дает и говорит, мы пришли сюда для того, чтобы урезать бюджет. И вот такая ситуация. Что делать? Затем в 20-х числах прошлого года администрация Байдена подает законопроект, о котором мы с вами столько говорили. Это тот законопроект, куда включен пакет помощи Украине, и туда же Белый дом включает $13,5 миллиардов для укрепления этой границы, чтобы нанять вот этих дополнительных судей и офицеров. Ну, что дальше происходило, вы знаете. То есть это было разыгранное как по нотам партия затягивания этого дела. То есть Байден, то есть не Байден, а администрация хотела на эти 13,5 нанять этих людей. Все тихо, спокойно, без шума, как говорит Лёлик, без шума и без пыли. МАГА, республиканцы, превращают этот технический вопрос в вопрос о политике, да, о большом провале администрации Байдена. Деньги не даем, но критикуем за провал администрации на этой границе. Ну и в конце концов уже казалось, когда близко было, уже вроде, там посчитали уже в Сенате, что надо 14 миллиардов, а где же их теперь взять? Передали дело в комитет по ассигнованиям, пусть найдут деньги. И в это время, значит, нам становится известно в письменном виде от Трампа, что все это вся эта мутата, это была именно мутата, то есть ему не надо никакого улучшения ситуации на границе, не надо никакого закона, ему надо, чтобы наоборот там был кризис. И практически вот одновременно, как завален был этот законопроект, где были деньги на решение вопроса на границе с Мексикой, одновременно возникает проблема, кризис на границе между Техасом и Мексикой. Как он возник? Губернатор штата вдруг, вот месяц назад его никак не осенила эта идея, 2 месяца назад его не осенила эта идея, 3, а вот практически как Трамп дал указание убить законопроект, где была и Украина, в Конгрессе, одновременно губернатор Эббот штата Техас, его осеняет идея, что федеральное правительство не хочет, принципиально не хочет решать вопрос по границе, и тогда штат вынужден решать это собственными, так сказать, силами. Как он это решает? Он дает указание Национальной гвардии, которая подчиняется губернатору штата, развернуть там так называемую рейзер-проволоку, то есть проволоку-бритву. Ее еще называют концертино. Их несколько вариантов. Один из них распространенный придумали немцы во время Первой мировой войны. Это как лезвие, острая проволока, которая вот такими мотками большими разбрасывается быстро по территории. Ну и она опасна. Не зря его называют бритва, потому что можно пораниться, можно очень сильно пострадать. Короче говоря, это то, что, на границе для борьбы с иммигрантами, это то, что можно подавать в Организацию Объединенных Наций, в комитет по борьбе с пытками. И вот это все развернули на протяжении где-то там 2-3 миль в районе парка одного, куда вот больше всего шел поток иммигрантов. Тут было нарушение законов Соединенных Штатов Америки, потому что охрана границ – это ответственность федеральной. Есть служба охраны границы, так же, как в любом другом государстве.
федеральном, это прерогатива центральной федеральной власти. А здесь губернатор Эббот дает команду своим гвардейцам развернуть эту проволоку и не допускать туда федеральных офицеров охраны границы, то есть пограничников, которым по законам принадлежит охрана этой границы, их местные гвардейцы туда не пускают. Где-то дня 3 назад происходит трагедия. Женщина, которая с той стороны пересекала, там разделяет Мексику и штат Техас, река Рио-Гранде. И вот женщина с 2 детьми переплывала эту реку и начала тонуть. Федеральные пограничники хотели туда, значит, проникнуть для того, чтобы их спасти, но национальные гвардейцы их не пустили. 3 человека, из них 2 ребенка погибли, они утонули. Администрация Байдена подает иск в Верховный суд Соединенных Штатов Америки. Нарушен закон Соединенных Штатов Америки. Штат препятствует федеральным властям осуществлять контроль, охрану границы. Требует, американцы, то есть Белый дом, требует, чтобы допустили пограничников, чтобы не убрали эту проволоку. Верховный суд принимает решение о том, что предыдущий суд, который оказался на стороне штатов, более низкой инстанции, значит, что он принял неправильное решение, и согласно решению Верховного суда, федералы имеют право убирать эту проволоку. Но для этого их должны туда допустить. Власти штатов продолжают, национальные гвардейцы местные, продолжают не допускать федеральных пограничников, и, наоборот, подтягивают туда новые силы местной гвардии и разворачивают новые мотки проволоки. Ну, то есть неподчинение открытое федеральным властям. Это практически мятеж. Или нет, скажем так, это грубейшее нарушение законов Соединенных Штатов Америки. При этом, значит, Эббот объясняет, что вот когда была конфедерация, а потом принимались статьи о федерации, там, значит, было записано, что если произойдет вторжение подразумевается это invasion, то есть это подразумевается вторжение другого государства на территории Техаса, и федеральное правительство не предпринимает никаких мер, то тогда штат имеет право защитить себя от этого вторжения. Поэтому, и вот он говорит, вот этим он руководствовался, и поэтому он вот так вот поступает и бросает вызов, и говорит, нет никакого другого закона, и нет никакой инстанции в стране, которая более важна, чем вот это право, как они называли, law of the land, право земли. Ну, Fox-канал позвал своего же регулярного эксперта, известного юриста, и попросил прокомментировать. И неожиданно, судя по их физиономиям, он рассказал то, что им не понравилось. Он им объяснил, что вот эти новые статьи о федерации при переходе от конфедерации к федерации имели в виду именно вторжение армии другого государства на территорию Техаса, поэтому вот этот толпы нелегальных иммигрантов никаким образом сюда не попадают. И никак нельзя, значит, воспрепятствовать федеральным пограничникам выполнять свою обязанность. В ответ на это, значит, то есть Трамп обращается к губернаторам республиканских штатов с призывом встать на сторону губернатора Эббота. И они присоединяются, повторяю, кроме штата Вермонт. Вот это уже был призыв к мятежу со стороны Дональда Трампа. И его поддержали.
Почему это мятеж? Потому что, во-первых, это совершенно неправильная интерпретация. Вообще, губернатор штата, он не высшая инстанция в интерпретации вот таких законов. Есть Верховный суд Соединенных Штатов Америки. И если он принял решение, позволяющее федералам убрать проволоку и занять свои позиции и выполнять свои обязанности, то он должен подчиниться. Он может апеллировать это решение, опять же, в суд, Верховный суд Соединенных Штатов Америки. Но вот так вот послать нафиг Верховный суд и по призыву своего вождя, я имею в виду Трампа, сказать, что вот мы так считаем, и все, идите вы все лесом. Это мятеж. То есть вот мне пишут из Украины, спрашивают, это что, государственный переворот, это гражданская война? По сути дела, да. Страна ставится на грань раскола, по большому счету, и в основе это Трамп. Для чего? А для того же, мы с вами это обсуждали, для чего он убил этот закон в Сенате и в Палате представителей, для того, чтобы создать повод в ходе избирательной кампании обвинять во всем Байдена, демократов. Ну и все это выглядит как спланированная акция, чисто хронологически. Одновременно убивается законопроект, выдвинутый демократами, где заложена основа для решения миграционного, то есть закона ситуации в границе. И одновременно создается эта провокация, фактически вызов высшему судебному органу Соединенных Штатов, Верховному суду, и потом, неподчинение решения этому суду, это фактически мятеж. Почему это происходит? Зачем Трамп на это идет? Это, казалось бы, безумие. То есть он еще ждет, вся страна с нетерпением ждет 8 февраля, когда начнутся в Верховном суде слушания по его участию, вернее, там о иммунитете, но дело касается мятежа 6 января, где он, согласно официально выдвинутому обвинению, является фактически инспиратором, то есть человеку, который поднял этот мятеж или спровоцировал, скорее всего, этот мятеж. И вдруг на тебе. То есть еще хуже ситуация. Страна ставится на грань гражданской войны или государственной, если хотите, переворота. Почему это? Зачем это ему нужно? А нужно то, о чем я вам говорил. Он в отчаянии. Потому что цифры последних вот этих двух праймерис, они никоим образом его не удовлетворяют. Вот вчера, губернатор Флориды, Десантис, который только что сошел с гонки за пост президента, он дал свое первое интервью. И хотя он официально поддержал кандидатуру Трампа, дальше в его стремлении стать президентом. Иначе было нельзя, потому что это самоубийство. Это был бы вызов, бросок, плевок в лицо всей партии, его политическая карьера была бы закончена. Но в этом интервью он сказал, что у него есть глубокая обеспокоенность в способности Трампа получить нужное количество голосов на всеобщих выборах и их выиграть. Десантис сомневается, что Трамп сможет их выиграть. И он объяснил, почему он так сомневается. Он говорит, ко мне много приходят республиканцев, которые сторонники, для которых кумир Рейган, то есть рейганистов. И говорят, что происходит. Они в ужасе. Они не приемлют Трампа в массе своей. Вот, господа, реальная ситуация, которую я твержу уже после Айовы и после Нью-Хэмпшира. И сегодня же об этом опять говорили. Уже опять-таки на канале Fox и на канале CNN эксперты. Эти цифры, которые получают якобы убедительные победы Трампа,
Это он, значит, ну, последний вот в Нью-Хэмпшире он получил 54%. 54% от чего? От республиканцев. А там независимые, которые вообще за него не голосуют. А там еще демократы, которые тем более за него не будут голосовать. Ситуация критическая, оказывается, для него. Об этом теперь говорят уже вот губернатор штата Флориды. То есть он фактически вот идет на необдуманные поступки. Я назвал один из предыдущих своих видео, что Трамп, вернее, говорил, что Трамп фактически в отчаянии и делает катастрофические ошибки. Вот сейчас это очередная, то есть это ошибка в качестве стратегии республиканской предвыборной кампании. Но это ошибка в стратегии кампании, но фактически это уже преступление. Вот он сейчас совершает преступление, за которое, по большому счету, он может быть подвергнут импичменту потом. С другой стороны, он убивает свою кампанию, потому что, вот помните, я вам рассказывал, когда спрашивали независимых в экзит-полах в штате Нью-Хэмпшир, почему они не поддерживают, те, которые не поддерживали Трампа, почему не поддерживают? И они говорили, номер один проблема, он экстрим, то есть он экстремал или экстремист. А вот то, что он сейчас делает, это говорится про то, что он не просто экстремал, он дикий экстремист. Поставить страну в такую ситуацию на грань раскола и государственного переворота, куда хуже может быть государственного преступления. И тем не менее он на это идет. Он еще больше убивает свою кампанию, потому что количество независимых после всего этого. Но те, которые его не любят за это, они укрепятся в своей решимости голосовать против него. И это то, что он сейчас делает, прибавит новые минусы в его кампании. И, как я вам только что сказал, он фактически создал себе, вернее, продолжает создавать основу для третьего импичмента. Еще он не вступил, не стал президентом, но у него уже основа есть, если он будет избран, если президентом, и если Палата представителей окажется у демократов, а почему нет? Вполне возможно, вот сейчас посмотрим, то есть Конгресс, особенно Палата представителей, я вам говорил об этом, ее поддержка за последние 2-3 месяца рухнула где-то на 3%. То есть ее республиканцев и демократов в Палате представителей, их рейтинг, он практически одинаков. А еще немножко вот таких выкрутасов, и совсем будет плохо. То есть он становится гипотетически президентом, демократы завоевывают большинство в Палате представителей, пожалуйста, начинайте импичмент, очередной импичмент Трампа, только теперь уже не за то, что там он врал, или не за то, что он Украине помощь не дал по своим собственным эгоистическим соображениям, а тут полная государственная измена Конституции, целый букет. То есть, если так дальше будет происходить, не дай бог его выберут, тут же начинается импичмент, и все, его президентство схлопывается моментально. Из того, что он собирается тут говорить, из-за чего бояться, что он начнет там кого-то мстить, начнет ломать государственный аппарат, ничего этого не будет. Он будет отмазываться весь остальной срок свой от того, что он вот сейчас вытворяет. Это в случае, если демократы окажутся в большинстве в Палате представителей. Вполне. Это не так сложно, тем более, имея в виду, что сейчас-то их всего-навсего на 6 человек больше республиканцев. Ну и вызов суду. Это немыслимо в Соединенных Штатах Америки бросить вызов суду, Верховному суду. Хотя были прецеденты. Вот меня спрашивают, а что дальше будет? А я сегодня спрашивал своих знакомых, экспертов, и они мне рассказали очень важные вещи. Аналогичная ситуация была в Соединенных Штатах при президенте Кеннеди, а затем Джонсоне.
Тогда был принят в Соединенных Штатах закон о десегрегации, согласно которому афроамериканцы могли посещать те же школы, что и белые. И школы, и высшие колледжи, университеты и так далее. И это поддержал, значит, принял закон Конгресс Соединенных Штатов. Верховный суд это поддержал, но губернаторы целого ряда штатов, южных в основном, в частности, Алабамы, допустим, сказали: да, пошли вы, федералы, у нас свои тут законы, и черные у нас никогда не будут с белыми в одних школах, в одних колледжах. А чтобы не было сомнений, то губернаторы призвали на помощь Национальную гвардию штатов. И тогда президент Соединенных Штатов посылает армию Соединенных Штатов Америки туда. И мне рассказывал это один из людей, который был очевидцем этих событий. И тогда он был еще ребенком. Отец его был известный журналист. У него были очень тесные связи с семейством Кеннеди. То есть он очень близок к семейству Кеннеди. И он еще до того, как вот дошло дело до такого чуть ли не вооруженного конфликта, он поехал со своим отцом в штат Алабама в один из университетов для того, чтобы договориться без насилия, без экстремизма. Принят закон, Верховный суд подтвердил: пустите чернокожих для занятий в университете. Пока они там разговаривали, вели переговоры, уже прошла информация, что прислали эмиссаров из Вашингтона, которые вот приехали с тем, чтобы добиться допуска черных в университет. Собралась толпа, появились вооруженные люди, начали бросать камни, а потом и стрелять. Стреляли в основном по окнам. И тогда он рассказывает, говорит, отец, набирает телефон Роберта Кеннеди, который был тогда генеральным прокурором Соединенных Штатов Америки, объясняет ситуацию, что нас атакуют вооруженные лица. И туда на вертолетах прилетает армия Соединенных Штатов Америки. И это происходило не только в Алабаме потом, это приняло массовое явление. То есть президент разворачивает армию во всех штатах этих полумятежных или мятежных, и доходит дело чуть ли не до столкновения между армией и Национальной гвардией. Было применено слезоточивый газ, постреляли вверх, друг друга, правда, дело не дошло, Национальная гвардия сдулась. И потом вся эта история длилась несколько лет. То есть несколько лет, в зависимости от штата, там, города и так далее, чернокожие дети или юноши и девушки в сопровождении солдат армии Соединенных Штатов сопровождались в школу или в университет и колледж, и потом оттуда. Вот так вот происходило утверждение федеральных законов США в мятежных штатах. И вот сейчас возникла вот такая же ситуация. Администрация Байдена сделала ультиматум губернатору штата Техас, что если он не прекратит эти действия и не допустит пограничников федеральных туда, к границе, и не даст им возможность выполнить решение, подтвержденное Верховным судом, убрать эту проволоку, то будет плохо. Как вы знаете, как я вам только что сказал, губернатор, подстрекаемый Трампом, получил поддержку 25 других или 24, то есть всего 25 губернаторов республиканцев. И вот мы ждем завтрашнего дня. И если, чему я сказал, что ситуация представляет собой фактически переломный момент в истории, может быть, второй раз, но тогда, может быть, он сейчас хуже, чем он был в 60-е годы, потому что там каждый штат сам по себе действовал. Тогда не было центрального организатора
а сейчас он есть. И возникает типа чуть ли, если Байден не направит армию, то возникнет фактически два центра силы, один из которых вот сидит в Мар-а-Ларго, или где он там сейчас находится, я имею в виду Трамп. Бог знает. Ждем. Вот завтра наступит, то есть вы, наверное, прослушаете это видео уже в субботу, вот наступает этот критический день. Я не представляю, если Байден сольет воду, то ему надо заканчивать президентскую кампанию, и все, тогда Трамп становится президентом Соединенных Штатов Америки, несмотря на то, что сейчас шансов, если так все пойдет, как идет сейчас, если Байден сделает то, что он должен завтра сделать, то это крышка Байдена, крышка Трампа, он пошел ва-банк. Почему он пошел ва-банк? Ну, потому что вот понятно по цифрам, как мне говорят, он понял, в его компании поняли, что он фактически выборы всеобщие не выигрывает. Ну, поборется. Слить воду сейчас он не может, потому что 4 уголовных дела, 91 обвинение, он идет в тюрьму. Сбежать с страны он может. Значит, он ведет тайные переговоры с представителями Объединенных Арабских Эмиратов о предоставлении ему убежища. И вроде бы, как мне сказали, принципиальное разрешение он получил. Согласие принципиальное он получил. У него стоит в полной готовности самолет заправленный, который он всегда может вскочить и улететь туда. Причем он улетит один, без жены и без ребенка. Дальше объясню, почему. Но это крайний случай. Если он улетит сейчас, он сбежит от 4 уголовных дел и 91 обвинения. Позор. Все понятно. Но если он заварит вот эту кашу, он опять будет кричать, что все это организовал Байден, или все придумал Черчилль в 19 году, как пел Высоцкий, или еще кто-то это придумал по политическим причинам, его преследовали, все это козни, подстроенные его врагами. Ну, то есть он после всей этой каши, если он пролетает, проигрывает выборы эти, его ждут суды, он садится на самолет и улетает туда, как политический беженец. Вот такая ситуация. Он сказал, что он улетит один, потому что жена его Мелания. Я вам размещу 2 ссылки, вы посмотрите 2 видео, там фотографии есть. Газета британская Mirror все это опубликовала 2 недели назад примерно, по-моему, это 19 января. Умерла ее мать, и были ее похороны. И когда возвращались обратно из похорон, корреспондент Mirror снял на видео и фотографии уникальное видео. Совершенно расстроенная Мелания садится в автомобиль. Трамп движется за ней, чтобы сесть в этот автомобиль. И там запечатлена фотография, она смотрит на него ненавидящим взглядом и что-то произносит. И захлопывает дверь, оставаясь в машине перед его носом. Он тупо в оцепенении стоит, достаточно долго стоит. Потом разворачивается и почапал в другую машину. И мне говорят, что даже когда он был президентом, она фактически не жила в Белом доме с сыном Барроном. Это тот сын, которого она имеет от Трампа. Ребенок, очень хороший ребенок, его все с уважением к нему относятся. По-моему, он аутист, вот, но очень замечательный человек. И она с ним жила все время в основном в Мэриленде, в каком-то там доме. Затем, когда Трамп перебрался в Мар-а-Ларго, они жили в разных концах дома. А что касается перспективы,
то, значит, она сказала своим близким связям, что, во-первых, она не будет принимать никакого участия в его предвыборной кампании, и она до сих пор не принимает никакого участия и не будет принимать. А если его, не дай бог, выберут президентом, то она вообще умотает в Европу, чтобы и видеть его. Значит, то есть она его ненавидит и презирает. И вот когда я смотрел эти видео и фотографии, которые сняла Mirror, он не производил впечатления человека, который готовится выиграть президентские выборы Соединенных Штатов. Говорят, что даже со своим сыном, когда она находится в Мар-а-Лаго и в присутствии Трампа, она говорит с сыном, который знает на своем родном языке, так что Трамп их бы даже не понимал. Сын, говорят, относится вот примерно так же само. Вот такая, господа, ситуация сложилась. И завтра будет действительно, вот, может быть, завтра, может быть, послезавтра, но должен быть... Наступило время для Байдена разрубить этот Гордиев узел и прекратить эту трагикомедию, которая будоражит страну уже так серьезно. То есть это вышло за пределы Украины, да, мы сколько переживали. Украина – один из главных вопросов здесь внешнеполитических. Это создание, оно ставит на грань Соединенные Штаты Америки как единой страны. Это государственное фактически преступление. Он идет на это из-за того, что он не уверен, что он выиграет эти выборы. Вот так говорят мне аналитики. Десантис это подтверждает, господа. Так что прошу скептиков обратить внимание на то, что Десантис подтверждает, что у него большие сомнения в том, что Трамп может выиграть все эти выборы. То есть он играет ва-банк. Пан или пропал. Ну, в крайнем случае его можно будет встретить в Объединенных Арабских Эмиратах. Наблюдаем, внимательно наблюдаем. Что касается Украины, тоже вот эта ситуация, она может изменить очень много, потому что республиканская партия, идя на поводу у Трампа, производит впечатление, вот как Ньюсом, губернатор Калифорнии, сказал. Очень успешный интеллектуал, блестящий, вот такого бы президента США. Но, как и в многих других странах, не получится, потому что слишком хороший. Нужно вот такого, как Трампа, по Кондовии, как-то так. Так вот, значит, эта партия, да и Десантис говорил, это уже не партия рейганистов, это партия приспособленцев, трусов, которые, вот я вам говорил, как вот эти паршивые, мерзкие обезьянки, которые идут в пасть удаву Коа. Да? И это настал момент разрубить этот Гордиев узел и вернуть Соединенные Штаты обратно туда, где им место, по праву. После того, как Китай пошел вниз, и, видимо, надолго, они должны опять вернуться на место ведущей сверхдержавы и решать все эти геополитические вопросы, которые перед ней стоят. И решается. Значит, в Соединенных Штатах, в Конгрессе, а еще конкретнее в Комитете Сенатском по иностранным делам, проголосован, я вам говорил, законопроект об аресте, это закон РЕПО называет его, о аресте $300 миллиардов для передачи Украине. Сенатор Кардин, который играет ведущую роль в проталкивании этого законопроекта, утверждает, что существует двупартийный консенсус, спорных вопросов тут нет, никакие границы, никакие отягощающие внутренние проблемы ему не мешают. В Палате представителей соответствующий комитет тоже проголосовал «за», и он считает, что это должно пройти достаточно быстро. Потом самое главное, чтобы это дошло до назначения, до Украины и до украинцев. И мы, дорогие друзья, мы с вами сыграем в этом важную роль.
в обеспечении того, чтобы это дошло до адресата, а не ушло в офшоры. Так что ждем, внимательно наблюдаем за ситуацией, буду вас информировать незамедлительно о всех важнейших событиях. Завтра и послезавтра, наверное, будут самые важные дни в этом переломном моменте. А пока, как обычно, слава Украине и вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу победу. До новых скорых встреч!